Россия подала в розыск лидеров стран Балтии. Человек с удочкой хотел взорвать газопровод, а в Испании вскрывают саркофаг, которому 3000 лет. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Сенат США проголосовал за помощь Украине. Что дальше? Ведь это еще не конец. В Палате представителей придется продолжить работать над этими важными вопросами по своему усмотрению. Старлинки покупаются россиянами и используются на фронте. Плюсы, минусы, подводные камни. Рано или поздно российской стороне аукнется использование этих старлинков. Польские фермеры перегнули палку, и теперь ими займется прокуратура. На самом деле мы поддерживаем Украину в рамках других инициатив. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Это очень важно, ведь это расширяет нашу аудиторию. Поехали. Американский Сенат проголосовал за отдельный законопроект по помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более 95 миллиардов долларов. Теперь законопроект отправится в Палату представителей, и основная борьба, скорее всего, развернется именно там. Не получив никаких изменений в пограничной политике от Сената, Палате представителей придется продолжить работать над этими важными вопросами по своему усмотрению. Для того, чтобы все сработало, законопроект должен быть одобрен обеими палатами. Будем ждать решающего голосования в Палате представителей, и то вынесет ли спикер Палаты представителей в принципе этот законопроект на голосование. Ведь информация о том, что он не собирается этого делать, тоже стала появляться в прессе. В Днепре закрываются школы и больницы. Все из-за атак российских беспилотников. Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных. Также закрываем школы. По прогнозам, в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится. В результате последней атаки фиксируют попадания в инфраструктурные и энергетические объекты, отчего многие дома, здания, учреждения остались без света. Утром электрики возобновили подачу электроэнергии. С помощью веревки и удочки украинец якобы пытался устроить теракт на газопроводе в Ленинградской области. Во всяком случае, так утверждают в ФСБ. Еще там говорят, что изъяли у задержанного 5 бомб, и указания он получал, конечно же, в СБУ. Якобы удочкой он должен был сумку со взрывчаткой подсунуть под трубопроводный узел газораспределительной станции. Оккупанты таки пользуются старлинками, но закупают их в частном порядке в арабских странах. Главное управление разведки Минобороны Украины публикует аудиозапись разговора оккупантов как раз об этом. Давайте старлинку закажу. Где у вас сейчас будет? Братан, надо старлинку? Да, не откажусь, не откажусь. Все, батареи 200 кусков собирайте. Я есть там это... А боже, знаешь? Вот. К нему подойдешь, он закажет, арабы возят к нам. Все, провода, Wi-Fi, роутер. Все, я заказываю, нет? Зачем? У меня спутников базу, состояние базы. У тебя командир там сидит, гром, ну хуй интернет. Российские солдаты покупают старлинки за 200 тысяч рублей. Это около 2000 долларов. Так вот, Старлинк в России. На данный момент мы взламываем Старлинку ключом через определенные программы. Потом покажем, что получится. В украинской разведке говорят, что продажи неофициальные, то есть это не целенаправленные поставки россиянам, но на открытых площадках их можно свободно купить. РФ продолжает работать на так называемый параллельный импорт, а по сути контрабанду. Да, через третьи страны. Мы не будем называть конкретные страны. Эта информация нуждается в уточнении. Но Starlink в свободной продаже на территории РФ, на открытых онлайн-площадках. Издание «Важные истории» выяснили, что старлинки можно купить в Москве за сумму от 240 до 300 тысяч рублей. Это примерно 3000 долларов, плюс $100 абонентская плата. Терминалы работают только рядом с украинскими границами. В глубине России их использовать не получится, пояснили менеджеры.
Двое из них уточнили, что личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу, а на третьей площадке ответили, что через европейскую страну. При этом давайте вспомним, как компания SpaceX отключала систему над Крымом, можно сказать, срывая операцию СБУ. Но на самом деле не все так просто. Что интересно, что вот при всем при том, что вот, зрада, да, все плохо, это печалька, это дисбаланс намечается, и преимущество Российской Федерации появляются отдельные российские комментаторы, которые понимают хорошо, по крайней мере, заявляют, понимают на связи, разбираются, они вообще не в восторге от этой идеи. Они очень даже сильно критикуют и утверждают, что рано или поздно российской стороне аукнется использование этих старлинков. Как они поясняют? Что активируются они непосредственно на оккупированных территориях. Там есть сигнал GPS, активируется, ставится точка, и американская сторона имеет четкое представление об узлах связи, где эти комплексы активируются. Плюс российская сторона утверждает, что якобы американцы смогут в дальнейшем, или как сейчас даже уже, имеют возможность перехватывать разговоры, или вернее, перехватывать те данные, которые передаются с использованием Старлинка. Россия продолжает раскачивать соседей, теперь это страны Балтии. МВД Федерации объявили в розыск премьер-министра и государственного секретаря Эстонии, министра культуры Латвии и 64 депутата Сейма прошлого созыва, в том числе 6 членов нынешнего кабинета министров и экс-главу МВД, действующего и бывшего мэра Риги. Журналисты «Медиазоны» пишут, что в розыск их объявили по делу об уничтожении захоронений, которое Следственный комитет России возбудил после сноса памятника в Пардаугаве в 2022 году. А выход Латвии из договора с Россией о сохранении мемориалов стал таким себе спусковым крючком. На эту историю уже ответили даже в Кремле. Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране. На украинско-польской границе продолжаются протесты, но тут уже дело дошло и до прокуратуры. Дело в том, что посольство Украины обратилось в полицию из-за рассыпанного зерна перед границей. Польские протестующие фермеры высыпали его из украинских грузовиков, и это даже попадало на видео. На это отреагировал даже министр иностранных дел Украины, потребовал наказать виновных за позорную провокацию, как он это назвал. Посол Украины в Польше заявил, что грузовики были опломбированы на границе и должны были следовать в Литву. Именно поэтому из полиции дело перекочевало в прокуратуру. На самом деле мы поддерживаем Украину в рамках других инициатив. Каждый из нас оказывает поддержку. Например, делает пожертвования, принимает беженцев и так далее. По сути, проблема с Украиной возникла в Брюсселе. Поставляя свою продукцию на наш рынок, Украина фактически не соблюдает определенные стандарты питания, которые мы должны соблюдать. С одной стороны, нас постоянно притесняют. Нам не разрешают использовать какие-либо активные вещества, не предлагая ничего взамен. В Польше теперь будут проверять украинское зерно, которое идет транзитом. Все из-за того, что после того, как такое зерно попадает в Германию, там выясняется, что оно плохого качества, и его отправляют назад, и оно уже попадает в Польшу как европейское зерно, но с ценой немного ниже. Это зерно не возвращается в Украину, а в Польшу. Сегодня пойдут четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе, которое подлежит пломбированию, подлежит экспорту и является только транзитным зерном. Если это новая схема, то ее раскрыли, и теперь транзитные грузы будут проверяться. Конечно, если они смогут пройти протестующих. В Испании будут реставрировать и переконсервировать египетский деревянный саркофаг, которому более 3000 лет, который принадлежал жрице Амон-Ра. Самое главное не дать краске отвалиться, потому что это очень тонкий слой раствора, который пострадал. Здесь очень хорошо видно расслоение деревянных частей, например, в этой трещине, а также эти аварийные полоски бумаги, которые были подложены, чтобы предотвратить отслаивание и потерю слоя краски. А вот это коричневое пятно, которое может быть либо перекраской, либо избытком лака. Саркофаг очень важен, потому что он полностью украшен и содержит большое количество погребальных изображений. Изображена и жрица Амон-Ра, которая приносит дары богам. Очень надеюсь, что эта новость и эта история так и останется в разделе «Культура», а не в разделе «Здравоохранение». Ну, посмотрим.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно, тогда YouTube понимает, что это видео можно показывать и другим пользователям. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. На этом все. До встречи. Хороших вам новостей.